Здравствуйте! Что там в жизни не случится, волк всегда с одной волчицей. Самым крепким будет брак, если муж по знаку рак. Рак вполне домашний знак, свято для него очаг. Не ведется на левак, утверждает зодиак. А я вместе с зрителем Владом Балашовым поднимаю вам настроение. Вы спрашиваете, я отвечаю. Это рубрика «Вопросы и ответы». Кстати, напишите в комментариях, согласны вы с этим утверждением или нет. Ну вот с этим, что самым крепким будет брак, если муж по знаку рак. Владу большое спасибо. Хорошее стихотворение, нам всем очень понравилось. Продолжайте писать. Все опубликуем. И да, вопросы и ответы. Вы спрашиваете, я отвечаю. Начинаю с крайне ценного, почти что уникального своего жизненного наблюдения. Предлагаю вам, как всегда, оптимизацию романтических процессов и такое своеобразное упражнение. В этот раз упражнение будет направлено на, но вы сейчас сами поймете, на что, для чего это упражнение. Недавно, буквально, я заметила в магазине такую пару. Молодой человек и девушка. Оба очень молодые, ну, лет по 20. Изначально я обратила на них внимание, потому что молодой человек очень красивый. Ну, знаете, такой 2 метра ростом, косая сажень в плечах, идеальная форма черепа, лицевой угол, как положено, тупой, ну и так далее. Просто невозможно не заметить. Ну и рядом девушка, высокая, так вот ему под стать. И дальше, ну, это пара, ведут они себя, ну, как любая пара ведет в магазине, однако не как любая. Дальше. Что-то зацепило мой взгляд, что-то мне показалось в их уже скорее не внешности, а поведении неправильным или странным. Чем-то они выделялись. И очень быстро я поняла, чем. Вот чем, почему они привлекли мое внимание. Потому что, вот будьте внимательны сейчас, мальчик очень много разговаривает. То есть он разговаривает, явно старается произвести на девочку впечатление, заглядывает ей в глаза, говорит с ней, безусловно, не с собой, не с воображаемой аудиторией, как-то вот так вот вокруг нее крутится. И прям вот много действительно говорит. А девочка, наоборот, молчит. Я поняла, что именно поэтому я за ними пошла. Я стала рассматривать. Ну, вы знаете, я же такой доморощенный антрополог. Я очень люблю рассматривать, препарировать людей, разное поведение и разные привычки. Так и здесь. Ну, согласитесь, что это привлекает внимание. Это очень нестандартно. Мы редко об этом думаем, но на самом деле всегда в паре мужчина-женщина, вот если они идут по улице, тем более если они в магазине, не дай бог в Икее вместе что-то выбирают. Женщина, что мы видим? Женщина без умолку говорит, да? Просто без умолку. А мужчина понуро катит тележку и даже полслова не может вставить, да, не пикнет. Вот, ну, вот такие истории в основном. Не только про магазины, я это про всегда, наверное, говорю. Вот. А здесь все наоборот. И вот я стала уже намеренно, ну, почти намеренно, нет, на самом деле так совпало, мне просто нужно было тоже, что и им. Немножко намеренно стала за ними ходить и надеюсь разгадать эту загадку. Но ситуация продолжается, история продолжается. Мальчик продолжает что-то активно говорить. Да, они оба весело, в хорошем настроении. Не совсем легко разобрать, кто и что говорит, потому что, понятно, все в масках. Вот. А девочка продолжает молчать, и я слышу, что только на какие-то конкретные его вопросы она очень редко и лаконично отвечает, и очень отрывисто, понимаете? Ну, понятно, что она говорит да или нет, вот так, примерно в таких пределах, вся ее речь. И это продолжается довольно долго. И
Да, и при этом девочка очень внимательно на мальчика смотрит, очень внимательно. То есть она с него не сводит глаз, заглядывает ему в глаза, кивает вот так вот, да, поддакивает. И то есть между ними, ну, контакт очевидный, такой доброжелательный, правильный контакт. Но девочка молчит, понимаете, мальчик разговаривает. И эта загадка мне не давала покоя. Естественно, я пока за ними ходила, знаете, успела подумать о том, что вот как девочка себя правильно ведет. Откуда девочка в 20 лет знает, как себя вести? То есть она ведет себя идеально, так как положено вести себя девочке на первом свидании, на втором, на 32-м и на 32-м году жизни. Это мужчины все об этом мечтают, чтобы женщина их слушала, кивала и смотрела влюбленными глазами, ловила каждое слово. Но женщины никогда так не делают. И отсюда разочарование и всякие распавшиеся браки, и распавшиеся любовные истории. А она, девочка совершенно юная, вот она откуда знает, как надо себя вести. Ведет себя совершенно идеально, действительно. Я успела об этом подумать, еще успела подумать, что, как я вам напомню в очередной программе о том, что надо чаще молчать, женщинам напомню, надо чаще молчать, больше слушать мужчину, потому что и умнее будешь казаться, во-первых, вот. А во-вторых, он будет таким героем себя чувствовать и никогда не уйдет, не бросит. Потому что мужчины бросают женщин, когда видят, что женщины в них, собственно, разочаровались. Вот, ну так вернемся к нашим героям. И что вы думаете? Разгадка нашлась? Ну, конечно, она нашлась, понимаете? Моя интуиция меня не подводит. Я всегда вижу, когда люди себя естественно ведут или нет, и всегда чувствую, когда есть какая-то загадка, какой-то секрет. Подойдя ближе в один удачный момент, я наконец-то разобралась. И я услышала, что мальчик-то говорит на немецком языке. Понимаете? А девочка, вот те редкий раз, когда ему отвечает, она отвечает ему на болгарском. Девочка не знает немецкого, не понимает его, а значит, и не говорит. И вот я подумала о том, что, вот представляете, в их паре сейчас есть вот такой бонус, карт-бланш, да, такой вот, знаете, это фора такая. Пока девочка не освоила немецкий в достаточном объеме, чтобы ему отвечать достойно, чтобы его крыть, предъявлять ему претензии, чтобы с ним ругаться и так далее. У них есть шанс на абсолютно идеальную историю. И дай бог, чтобы она подольше. Немецкий трудный язык. Дай бог, чтобы она подольше не освоила его. А для вас, то есть вы понимаете, да, откуда? И вот это вот незнание языка, от того, что она не все понимает и не может ему ответить, и дает ей вот это идеальное девчачье поведение, понимаете? Она пристально смотрит ему в глаза, прям неотрывно. А так всегда смотришь в глаза человеку, которого не понимаешь, который говорит на другом языке. Потому что она пытается разобрать. И она не может вот так отвернуться и где-то там вот третьим ухом услышать, что он говорит. И ей нужен вот такой вот контакт визуальный. А от того, что она молчит, у нее появляется вот этот флер загадочности, неприступности, да, она кажется умнее, естественно, все кажутся умнее, пока молчат, женщины особенно, вот, и она очень заинтересованно на него смотрит, он же этот интерес, естественно, списывает на себя, на свою персону, на то, что он вот настолько ей интересен, она его просто не понимает. А для вас я придумала вот что, вот такое упражнение. Это сейчас совет для всех, кому нужно произвести идеальное впечатление на первом свидании, например. Или важно не поругаться с мужем за субботним обедом. Попробуйте, вообразите. На свидании, вот когда встречаетесь вы с вашим молодым человеком, ну или просто чтобы не поругаться, если у вас есть такая проблема с вашим молодым человеком, попробуйте, вообразите, когда вы встречаетесь, начинаете разговаривать, что он говорит на каком-то неизвестном вам языке, ну вообще непонятном, например, на китайском, да? И вы должны угадать смысл его слов только лишь,
ну, знаете, интуитивно, на уровне какого-то общего интеллекта или применительно к ситуации. Вот. Для этого вы, естественно, очень должны следить за его реакцией, за глазами, за его мимикой, за жестами, за тем, куда он пошел. Вы должны внимательно, постоянно анализировать ситуацию, пытаться улавливать, если есть какие-то знакомые слова в его речи. Вот и все. И вот увидите, как ваш молодой человек удивится, что вы не слушаете его, отвернувшись, да, а смотрите в глаза, что вы молчите. Вы предполагаете, что вы этого самого китайского не знаете, вы на нем не говорите. Вы можете только кивать и говорить да и нет. Просто произведете фурор, неизгладимое впечатление на вашего партнера, поверьте. И такая загадка, такую загадку дадите, загадочность. Говорят же, что в женщине должна быть какая-то загадка. Вот она где загадка, понимаете, да? Вот. Я прям придумала такое вот упражнение, сама бы применила, вот использовала бы, ну мне не на ком. И назвала это упражнение, оцените, «Китайский мальчик». Вот напишите в комментариях, если вы попробовали так сделать, и у вас получилось, что получилось или не получилось. Вопросы. Никола Жиляев пишет: хотелось бы услышать ваше мнение по поводу пар, которые познакомились на ретроградной Венере. Есть ли шанс на долгосрочные отношения? Да, действительно, часто астрологи говорят и пишут, что если пришла к вам любовь на ретро-Венере, то это будет очень даже ненадолго. Мне кажется, что вопрос немножко шире и сложнее, ну и ответ не такой безнадежный. Действительно, раз в 1,5 года приходит к нам та самая ретроградная Венера, держится на небе примерно 40, наверное, около того дней. Вот. Совсем недавно это произошло, в конце декабря, с конца декабря, по-моему, до конца января. Вот недавно мы совсем пережили период ретроградности Венера. Теперь понятно, через 1,5 года это не скоро будет. Но расскажу, что я думаю. Поскольку все ретроградные планеты сообщают и нашим жизням некоторое движение возвратности. То есть некоторые какие-то возвратные движения. Поэтому все, что и в любви, в личном плане происходит с людьми, это тоже имеет такой вот, ну, какую-то повторяемость, что ли, или возвратность. Поэтому на ретроградной Венере считается, что идеально, когда кто-то возвращается, кто-то мирится, кто-то встречается после разлуки, и, то есть когда восстанавливаются отношения. А новые отношения начинать не нужно. Но тут тоже смотря, что считать новыми. Вполне возможно, вот этот момент надо очень хорошо отследить, насколько для вас это новые отношения. Потому что, например, возможен такой вариант, что с этим же партнером, с этим же человеком вы когда-то уже увиделись и встретились, но тогда друг друга не рассмотрели, прошли мимо, да? Вот. А теперь на ретро-Венере, это так сработало, это ретро-Венера, она вас обратно вот так вот вернула по кругу, снова поставила одного перед другим и дает вам второй шанс, чтобы уже мимо друг друга не прошли, а начали отношения. Для вас, особенно если вы не помните, когда вы в прошлый раз встречались, там это может быть мельком по работе, в дороге где-то, неважно, вот. И если вы этого не помните, то для вас эти отношения новые, и человек этот новый, потому что имени, фамилии вы не знали его раньше. Вот. А в каком-то более широком, абстрактном смысле, ну, то есть с точки зрения высших сил, это не новые отношения, а это как раз вот, ну, продолжение или возврат какой-то ваш к прошлой истории. Поэтому надо всегда искать, чтобы вот хорошо предсказать на эту любовь на ретроградной Венере, вам нужно покопаться и поискать вот
все, что может отсылать куда-то просто назад. Вот есть у вас сомнения, а вы вспоминаете, что, может быть, вы... Да, кстати, может быть, вы имели когда-то уже прежде подобного партнера, подобного как в чем угодно. Имя может такое же, может внешность похожая, может быть по духу это такой же человек. Но у вас не состоялись отношения. Однако какой-то гештальтик открытый такой остался, в том числе и в вашей голове. И вот вам высшие силы, ангелы в порядке спасения посылают похожего партнера. Кстати, партнер не обязательно должен быть именно похож с прежним. Похожи должны быть, правильнее, ваши чувства к этому человеку. Вот это важнее. То есть вы вот эту любовь, такую строго, такой конфигурации испытывали уже кому-то. И вот это ушло, закончилось. А теперь вот вам опять такое же чувство. Чувствуете, вот ощущаете возвратность. Вот это действие ретроградной Венеры. А если и прогноз действительно будет плохим, если вот вы ничего вот такого не найдете, то есть ни на что не похоже, первый раз, наверное, на ретро-Венере первая любовь не должна приходить, да, потому что это как-то уж совсем, ну ничего первого, а вторая, похожая на первую, или пятая, похожая на 25-ю, вот она может даже вполне себе приходить. Дальше. Вопросы выбираю специально разные и по порядку их разбавляю. Какие-то вопросы про работу, какие-то про личную жизнь. Анна Адонина пишет. Мне 32, я врач-реаниматолог. Живу в РФ. Учу язык немецкий. Хочу уехать из РФ и работать врачом. Совмещать работу и учебу очень трудно. Иногда от усталости хочется просто сложить лапки. Хотя я и скорпион. Но дальше не вижу нормальной жизни в РФ. Это сплошное угнетение человека и не свобода на всех уровнях. А хочется работать и приносить пользу людям, а не осуществлять формальную деятельность. Мой вопрос к картам от Анны. Удастся ли мне в ближайшие 2 года уехать на ПМЖ в Германию и выучить язык? Или же смириться и не тратить силы на неродной и трудный язык и искать способы адаптации к реальности в родной стране. Итак, вопрос к картам. 3 карты я достану для вас, Анна. Ваш переезд в ближайшие 2 года в Германию. Я и вся аудитория канала желаем вам успеха с этой нелегкой задачей. Три карты. Посмотрим, есть ли для вас эта дорога. Раз. Два. Три. В целом неплохие карты вам достаются. Двойка пентаклей, легкая. Король жезлов, деловой. И семерка пентаклей. Карта такая с продолжением, которая описывает как горизонты, так и трудности для их достижения. Во-первых, двойка пентаклей вселяет оптимизм. Она говорит, что сейчас решение вашего вопроса в ту или другую сторону состоит 50 на 50. То есть здесь уедете или не уедете, вот одинаковая вероятность есть. И эта карта советует вам, конечно, все продолжать, ни от чего не отказываться, не складывать лапки, как вы говорите. Потому что здесь есть король жезлов. Крупные жезлы обещают успех во всех деловых начинаниях, а ваше начинание, оно же действительно деловое, потому что речь идет о работе и профессии. Скорее всего, вы будете продолжать учить язык и готовиться переехать, и сил появится больше. Король жезлов вдохновляет на продолжение. Вполне возможно, что какие-то внешние даже новости в скором времени получите, такие, которые вас лучше сориентируют, что ли, или придадут бодрости и энтузиазм. Однако здесь есть семерка пентаклей. Карта
продолжений. Карта, которая советует продолжать усилия, несмотря на временный неуспех. Какая эмоция проходит по карте семерка пентаклей? Досада, как правило. Легкая досада, но не потому, что ваши планы отменяются, а потому, что они откладываются и задерживаются. Поэтому прогноз хороший, только вот именно дороги здесь пока я не вижу. Вполне возможно, что чуть-чуть это отложится, чуть-чуть больших усилий займет у вас. Понимаете, да? Но все равно понятно, что вы на правильном пути. И чуть позже даже, но этой цели вы добьетесь. Дальше. Галина Рихтер спрашивает. Смотрю вас давно. Посмотрите на картах. Полюбила мужчину, моего коллегу по работе. Дальше запятая, слово «жен». Я так понимаю, что женатый, наверное, да? Не совсем я поняла. Есть ли у него чувства ко мне? Или я себе все придумала? Длится это уже 2 года. Боюсь ему это сказать. Боюсь, что он меня опозорит перед всеми. Прошу вас, дорогая, помогите с уважением. Галина, во-первых, сразу вам скажу, говорить вот этому мужчине о ваших чувствах точно не надо. Во-первых, вы еще не в таких доверительных отношениях с ним находитесь. Во-вторых, ну действительно, мы не знаем, что это за человек, что у вас там за коллектив. Может быть, действительно, он может и, вот как вы пишете, опозорить, или будет некрасиво, да? Но тут уже я хочу обратиться, опять же, ко всем, а не только к Галине. Вы знаете, Ремарк, любимый наш, писал: я считаю, это не дословная цитата, конечно, я не помню дословно, но смысл такой. Я считаю, что женщина вообще никогда не должна говорить мужчине о своих чувствах. Пусть об этом расскажут ее сияющие глаза. Они красноречивее любых слов. Вот, как хорошо сказано. Правда, не надо. Вот всем девочкам, женщинам говорю, вообще вот это вот признание в чувствах, а девушки же любят это делать чуть что, да, 66 сообщений в день. Там, любимый, люблю, что-то, а ты меня любишь, вот это все. Вот не надо этого делать, потому что вы понимаете, да, чем чаще вы используете эти слова, или вот, это слово, это выражение «люблю», там, все, тем вы обесцениваете сильнее и свои чувства, и значение этого слова для вашей пары, понимаете? Пусть в вашей паре это слово «люблю» прозвучит, вот вы вместе 60 лет проживете, а это слово прозвучит 1 раз между вами. Но это будет как сцена страшного суда, то есть это произведет впечатление и все. Повторяете, обесцениваете, поэтому не нужно. А для Галины гадание будет все на тех же двусторонних картах Таро. Есть ли у этого мужчины, у вашего коллеги по работе, к вам чувства? Тоже 3 карты, нам всем интересно. 1, 2, 3. Выпадают вам королева жезлов здесь. Неплохо. Карта неплохая, но королева — это еще какая-то женщина. Дальше рыцарь жезлов и карта Иерофант. Боюсь, что здесь карты нам вот именно про чувства этого человека к вам ничего особенно-то и не говорят. Во-первых, 2 фигурные карты. Здесь есть королева и рыцарь жезлов. Это другие люди, про которых вам почему-то надо знать, потому что они имеют причастность или какой-то интерес к
К этой истории это могут быть люди из вашего коллектива, которые где-то рядом с вами, с которыми вы, может быть, поделились уже этими чувствами или сомнениями. А также это могут быть люди, которые окружают вот вашего избранника или объекта внимания вашего. Они не плохие, не хорошие, они совершенно нейтральные, но они важны. То есть первое, с чего вам надо начать, ну как бы анализируя для себя перспективы и ситуацию, это вам нужно оценить круг потенциальных, не врагов, не друзей, но потенциально причастных каких-то вот лиц. В целом же такое обилие масти жезлов, огненной масти, говорит, что чувства у мужчины к вам возможны, страсть. Жезлы обещают только страсть, не обещают ни серьезных намерений, ни романтических каких-то романтической увлеченности типа любви. Страсть скорая такая, знаете, заметная. Вот она возможна с этими жезлами. И здесь есть еще карта Иерофант. А это уже, я думаю, даже более портрет мужчины, о котором вы говорите. Скорее всего, он к вам относится очень уважительно, замечает вас, имеет к вам внимание, но однако его чувства более... Неважно, какие у него чувства. Самое главное, что у него нет намерений. То есть он не хочет это делать из каких-то своих морально-этических соображений. Понимаете, да? Возможно, ему мешают просто другие люди. Правильно вас рассмотреть или на что-то в отношении вас решиться. Дальше. Интересный вопрос. 78 енотик пишет. Посмотрите, пожалуйста, стоит ли начинать строительство дома с нынешним партнером или отношения идут к концу? Ох, конечно, всякий раз, это тоже я обращаюсь полностью ко всей аудитории, конечно, всякий раз надо думать, потому что людей связывает по-настоящему крепко не клятвы любовные, да, а совместное имущество и необходимость, если что, его делить. Поэтому брать ли совместную ипотеку, строить ли дом общими силами, вот это нужно 100 раз оценить, потому что вот это сильно вас свяжет с человеком, про которого вы, возможно, уже передумаете очень скоро быть с ним. Разумный очень вопрос. Итак, для енотика. Я спрашиваю, я не спрашиваю, идут ли отношения к концу. Это уже второй вопрос, а я отвечаю на один. Начинать общее строительство дома вот с вашим нынешним партнером. Вот надо или не надо? Насколько это своевременная затея? Раз. Два. Три. Два старших аркана здесь есть. Карта влюбленные и карта маг, а также восьмерка кубков. Карта влюбленной сообщает, что этот выбор не случайный, вопрос ваш не случайный, выбор действительно жизненно важный. Очень хорошо, что вы об этом задумались, а не кинулись вот так вот, не глядя в омут в этот с головой. А дальше. Очень скорая карта маг говорит, что вам срочно надо принимать это решение. То есть не растягивать вот эту тему, там, строить, не строить. Вот. Это же вообще инертная вещь, постройка дома. А уж тем более, когда сопряжено с такими сомнениями, с кем и надо ли, да, это вообще же может годами длиться. Вот. Очень быстро вам надо принять срочный выбор. Причем от этого зависит ваша судьба на какое-то, от того, насколько быстро вы этот выбор сделаете. А какой выбор? Восьмерка кубков вам говорит. От этого плана, от постройки вот общего дома с этим человеком вам просто придется отказаться. И, скорее всего, вам надо было это сделать давно. Восьмерка кубков описывает крах заранее обреченных планов. То есть это обреченностью отдавал этот план давно, но вы его все равно зачем-то тащили в настоящее, тащите в будущее. Ну, просто жалко с этим планом расставаться. То есть вот так.
Поэтому нет, не стоит, но решение, да, не стоит строить этот дом, но решение нужно принимать только очень и очень скоро, и только вам. И маг, карта мага была очень эгоистична, не оглядываясь по сторонам, чтобы вы там на чьи-то интересы не наступили, чтобы вы там кого-то не обидели, что очень эгоистично, только ваше решение. Вот так. Дальше. Ириша К. пишет. Ольга, как вы думаете, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Познакомились в 16 лет, переписывались, когда служил в армии. Никто ничего не требовал. Потом пути разошлись. Для женщины неожиданно. Разошлись для женщины неожиданно. Понимаете, тут уже мы слово дружба немножко так, рассыпается, да, у нас. Значит, тут. Ну, видите как? Никто ничего не требовал, да? Но для женщины неожиданно закончилось. То есть ожидания-то все-таки были. То есть требования не произносились вслух, но внутри-то они были у женщины. Ну, я так понимаю, что Ириша пишет про себя. Он женился на подруге. Через год развелись. Женщина с подругой общаются до сих пор, потому что они одноклассницы. А с мужчиной после 20 лет встретились, у каждого свои семьи, но до сих пор общаемся, пишем друг другу совершенно на нейтральные темы, ничего друг от друга не требуя, да и не надо это. Это что такая странная дружба? Ну нет, Ириша, это на дружбу вот совсем не похоже, начиная от завязки этих отношений. Потом, вот, когда он неожиданно на вашей подруге женится, конечно, это не дружба, это, в общем, скорее роман, только роман такой по 12-му дому. Помните, мы говорили про активность 12-го дома в гороскопе человека по отношению к любви, когда Венера там, когда там важные аспекты какие-то собираются. Вот так бывает. Вот эта история, я уже сейчас имею в виду вашу нынешнюю переписку, у людей с Венерой в 12 доме. Что-то такое томящее, но очень далекое, необязательное, то, что никогда не будет в реальности, но от чего жалко или даже невозможно отказаться. Вот так Венера в 12 доме. Поэтому посмотрите, в вашем гороскопе, если есть возможность, у него спросите про его гороскоп. У кого-то из вас Венера в 12 доме, а вообще я думаю, что даже и у обоих может быть. Вот. Потом, вы рассказали ведь не историю взаимоотношений двух людей. Может, вы этого не заметили. Вы пишете, дружба между мужчиной и женщиной. Нет, здесь 3 человека в вашем письме. Это только в вашем письме 3. А кто их знает, сколько там еще причастных. Потому что здесь персона, и еще не знаю, кто важнее для вас. Для вас, я имею в виду, конечно. Кто важнее, этот мужчина или вот это ваша одноклассница, на которой он неожиданно женился, и с которой вы до сих пор общаетесь, не очень похоже на дружбу. А тут опять же я понимаю, это есть общий какой-то вопрос, да, общий вопрос, что было интересно всем, что я думаю про дружбу вообще. Я думаю, что дружба, вообще вот в строгом смысле можно дружбой называть, это отношения, когда люди связаны общими интересами. Понимаете? Вот коллеги по работе, когда дружат, касались этой темы в одной из моих программ, я говорила, что есть такие работы, профессии, где нельзя не дружить. Ты просто не сможешь работать, если ты не дружишь с коллегами. Вот. И вот они дружат. Там не важно, кто мужчина, кто женщина. Они дружат. Они все представляют какое-то единое целое. Они как бы в такой сложной сетке коммуникаций. И вот там действительно это все часто называется дружбой и так далее. Неважно, вот мужчина и женщина. Если мужчина и женщина коллеги, неважно, где они, полицейские или журналисты, врачи или пожарные, да, вот они работают вместе.
ну или по одной специальности где-то. И вот они дружат. Да, я верю в такую дружбу. Здесь пол не имеет значения. Здесь имеет значение вот ментальное совпадение, общность. Людям интересно друг с другом. Они могут друг другу чем-то помочь, поддержать, работают. Все получается. Вот тут вообще не важен пол. Абсолютно. Вот. А бывают отношения между тоже разными, не важен пол, людьми, которые никак работой не связаны. Просто зачем-то каждый живет сам по себе, но они почему-то созваниваются, почему-то общаются, почему-то иногда ходят вместе пить кофе. Вот. И вот у меня вообще такие отношения, они как раз называются дружбой, эти отношения. У меня всегда к этим отношениям очень много вопросов. Во-первых, от утилитарных, откуда эти все люди берут время лишнее, чтобы переться куда-то, непонятно о чем говорить, непонятно что делать и все, до, ну, там, опять же, о чем они говорят. Вот. И вот в таких отношениях, когда люди не связаны каким-то конкретным, четким интересом, профессиональным или бизнесом, тут уже, конечно, имеет значение мужчина или женщина. И вот тут уже, если мужчина и женщина, ну, как бы так дружат, да, уже просматриваются какие-то нотки несостоявшегося романа. То есть один, например, дружит, а другой позволяет с собой дружить, это называется. То есть это уже похоже на ожидание, например, когда один занят, а другой круги вокруг нарезает, ждет, когда тот освободится и на него внимание обратит. То есть здесь все равно какая-то романтическая составляющая обязательно просматривается. В вашем письме мы тоже эту романтическую составляющую увидели, конечно, безусловно. Вот. И не помню, кто тоже сказал, то ли Ницше, по-моему, сказал, могу соврать, что это кто-то другой. Ницше, по-моему, сказал, что дружба между мужчиной и женщиной возможна только если у них есть взаимное физическое отвращение друг к другу. Вот. Но мы понимаем, о чем тут речь идет, да? Но с другой стороны, а зачем вообще дружить с человеком, у которого у тебя физическое отвращение? Не знаю. Вот такое мое мнение. Вот такое вот мое мнение. Вот. А у вас не состоявшийся роман. Очень много всего незакрытого у обоих. Вот. Очень много всего незакрытого у обоих по отношению как друг к другу, так и по отношению к жизни в целом. То есть, понимаете, что-то вы друг другу заполняете этими разговорами на нейтральные темы, понимаете? Дальше Светлана пишет. Ольга, добрый день, рада вас видеть и слушать. Мне 48 лет, была замужем, но так не сложилось. Воспитывала дочь одна. На свою личную жизнь не хватало времени. Сейчас я готова к отношениям, но потеряла лоск. Хотелось бы знать, появится ли мужчина для отношений. Спасибо вам, Светлана, за вот это вот сообщение, вот эту, за эту самокритичную позицию. Потому что действительно мы часто не замечаем, как теряем лоск. И удивляемся, почему нет отношений, почему никто не подходит и замуж не зовет на улицу. Для этого, конечно, без лоску никак не обойтись, это точно. Вот. Ну, наверное, если вы сами так вот к себе критически относитесь и замечаете, то вы, наверное, готовы ради будущей вот этой личной жизни, ради появления мужчины, лоск этот навести, да, или нет? Ну, наверное, надо навести, потому что мужчины, может, и не заметят, что на вас лоска прежнего нет, а вы сами себя немножко будете так ощущать неуверенно, и это очень помешает будущим отношениям, даже если вы, в принципе, встретите лоск навести. Слава богу, мы в такое время живем, когда лоск навести – это проще всего. Столько одежды, услуг, косметологи, какие-то невозможные средства, да даже косметика иногда работает. Очень преобразующе. Посмотрите вот на том же Ютубе, особенно корейские, китайские, вот эти вот азиатские метаморфозы, что
посредством косметики делают. Это же просто с ума можно сойти. Там из крокодилов фея. Элементарно. Но это я все про лоск. Появится... А ваш вопрос все-таки звучит так. Появится ли мужчина для отношений? Давайте ограничим наше гадание, как всегда, сроком. Пусть это будет 1 год. В течение 1 года. Появится ли у Светланы мужчина для отношений? Кстати, дорогие девушки и женщины, тоже можете, если есть подобный вопрос, задать его сейчас картам, и тогда ответ будет тоже и для вас. Давайте такой коллективный запрос Вселенной сделаем. Появится ли мужчина для отношений у Светланы и всех, кто к ней присоединился? 1, 2, 3. Угу. Неплохо. Кстати, мужчина для отношений как раз есть. Есть рыцарь Пентаклей здесь. Это мужская фигура. Это определенный портрет. Рыцарь Пентаклей. Практичный мужчина. Возможно, неприлично богатый. Пентакли — это денежная масть. И, возможно, принадлежит к земной стихии. Телец, Дева или Козерог. Мужчину он обозначает несколько скучноватого, но зато с серьезными намерениями. Появится в вашей жизни этот герой, кстати, достаточно легко, без особых усилий с вашей стороны. И даже наоборот, чем легче вы будете относиться к теме, чем меньше вы будете думать и ждать, тема прошлой программы, ожидания, да, от которых надо отказаться, вот, тем легче это знакомство произойдет. И вообще 2 Пентаклей описывает знакомство, знаете, в таких очень повседневных обстоятельствах. То есть среди какой-то повседневной рутины, типа по дороге на работу или в магазине, в гастрономе, где-то вы с ним познакомитесь. Вот. А 7 Пентаклей, ну, кстати, одни Пентакли. Я не знаю, вы не написали, кто вы по знаку зодиака, там дату рождения, не знаю, сколько Пентаклей для вас родственная и приятная мазь, но выпадают вам все Пентакли. Это хорошо, это значит долгосрочное. А если мужчина, то постоянный и верный. И 7 Пентаклей здесь говорит, что на вопрос ваш, что появится мужчина, мы уже ответили, да, вот он, портрет его. Кстати, рыцарь, не король, то есть достаточно молодой. Но больше на молодых смотрите, так я скажу. Появится довольно легко и довольно скоро. А просто 7 Пентаклей говорит, что над отношениями сыроватый материал. Над отношениями придется, ну, как бы поработать, чего-то подождать. Понимаете, да? Немножко поработать, подождать. Но мужчина есть. А дальше Ольга Глинчук задает вопрос, отчасти немножко созвучный с нынешней геополитической ситуацией. Ольга Глинчук. У меня роман на расстоянии с блуждающим женихом. Что такое блуждающие женихи? В одной из прошлых программ я рассказала. С блуждающим женихом почти 4 года. Я на Украине, а он в Крыму. Наши встречи были довольно частыми, радостными и стабильными, но началась война. Вопрос. Когда мы сможем опять увидеться? Или эти события поставят точку в нашем романе? Ну, конечно, очень рано еще делать выводы о том, насколько эти события повлияют вообще на судьбы людей и на вашу конкретно любовную историю. Но, тем не менее, есть ли точка в вашем романе для Ольги? 1, 2, 3. 7 мечей, 2 кубков,
и карта жрицы. Опасения и переживания ваши напрасны. Двойка кубков здесь есть. Однозначно она обещает именно свидание. Увидеться, ну, не могу здесь сказать, когда, но не сильно долго, потому что карт о разлуке вам не выпадает. Можете рассчитывать на очередное свидание с вашим блуждающим женихом. Свидание это будет достаточно скоро, вот с оборотной стороны. Это же двусторонние карты, давайте здесь рассмотрим обе стороны. Вот, тоже свидание, видите, что здесь, что там, ничего не отменяется, все продолжается. Семерка мечей рядом говорит, что, возможно, для этого свидания придется искать какой-то обходной путь, какой-то обходной маневр. Может быть, это место для свидания, вы выберете какое-то нейтральное, какая-то нейтральная территория, например, где нет вот этого всего происходящего и так далее. Вот. Но все равно это не запутанность, это не кризис, это да, все доступно, но только надо будет чуть-чуть похитрить, знаете, что-то словчить в голове, как-то придумать, где и как обойти вот это вот текущее там препятствие и все. Но все получится. И, кстати, очень многообещающая здесь карта жрица. Она говорит, что любовь, именно женская любовь, ваша любовь, расцветет полным цветом. То есть у вас будет повод, возможность как бы больше почувствовать к этому человеку и больше этой любви показать, больше понять его и происходящее. И, кстати, вот вполне возможно, что вот эти события не только не поставят точку в вашем романе, но даже и в чем-то помогут и сделают вас ближе. Понимаете, да? Свяжут как-то вас. Вот очень интересный вопрос. Инна Кочергова пишет. Я искренне считаю, что никто и ничего никому не должен. Но, как мне кажется, есть истины вроде тех, что мужчина материально должен обеспечивать свою женщину. Глагол «должен» оставлю здесь. Что скажете? На мой взгляд, те трудни, что работают по четкому графику с 9 до 6, это просто смех. И смотреть в их сторону женщинам даже не стоит. И еще небольшая ремарка. Я не говорю про женщин-домохозяек, модели 90-х годов, которые шляются по салонам красоты. Я говорю про самодостаточных дам, которые сами по себе интересны и знают собственную ценность. Здесь у нас тоже вопрос на несколько, наверное, вещей распадается. Но вот знаете, как бы я ни относилась к этой теме, и что бы я ни думала на эту тему, должен мужчина женщину содержать или нет, есть более уважаемые и признанные такие разные источники, вот, да, которые говорят «да». Ну, это действительно, знаете, с точки зрения индийской философии, да, вообще восточной индийской философии, вот эта восьмерка рисуется, это как энергия, это замкнутая сосуд, да, вот эта энергетическая восьмерка, замкнутый сосуд, по которому курсирует вот эта вот энергия в паре от мужчины к женщине. Это восьмерка, это отсылка к знаку бесконечности, там вот и так далее. И считается, чтобы правильно в нужном направлении всегда эта энергия шла, то есть пара была гармонична и все развивалось, надо, чтобы женщина вкладывала туда энергию любви, а мужчина энергию денег, понимаете, да? Ну, то есть, если вообще утилитарно, да, сводить вот к простым вещам, получается, что вот с точки зрения древних индусов положено, чтобы мужчина покупал женскую любовь, понимаете? Покупал серьгами золотыми, тадж-махалами, ну и прочей ерундой вот такой вот. Да, и это не... Ну, то есть мир на этом стоит. Давайте начнем с того, что вообще
мы на каком-то местечковом уровне, на уровне вот двух человек, одной пары, да, кто должен заплатить за кофе? Парень с девушкой пошли в кафе, кто должен заплатить за ужин? Или должен кто заплатить за кофе? Это как бы обсуждается на уровне вот двух людей. Но в целом глобально, в планетарном масштабе это не обсуждается, это все давно решено, да? Кто решил? Неизвестно. Но все деньги, все ресурсы находятся в руках у мужчин, друзья, понимаете? Деньги. Мужчины владеют деньгами, всем остальным. Всем владеют мужчины. А женщины владеют только тем, что им мужчины отслюнили, понимаете, дали. И, соответственно, чем женщина больше нравится мужчинам, чем она больше умеет взять, тем у нее этих ресурсов, естественно, больше. Понимаете? Богатство женщины, оно вот такое. Вот. Сейчас не вдаюсь в частности, но если у вас какие-то вопросы по этой теме возникают, пишите в комментарии, мы с вами обязательно обсудим, и я вам расскажу, почему. Расскажу вот эти запутанные, может быть, дорожки, почему у женщин все деньги только от мужчин бывают. Вот. Ну, на самом деле, там ничего запутанного нет, я думаю, вы сами уже догадались. Поэтому да. Мужчина материально должен обеспечивать свою женщину. Да, это да, вот я просто полностью согласна. Потому что если каждый живет на свои деньги, как это иногда сейчас принято, да, каждый живет на свои деньги, то они ничем не соприкасаются, остаются друг другу ничего не должны, понимаете, да? Энергия денег, она не участвует в этом обмене, и энергии любви тоже тогда очень трудно включиться в этот обмен. Получается, а что они делают вместе тогда, рядом, две вот эти единицы? Я абсолютно не... Когда я слышу вот это, а я слышу иногда такие истории, что мне кто-то говорит, ну вот мы с парнем давно, 7 лет, например, встречаемся или даже живем вместе, ну каждый на свои деньги, у нас вот ничего общего нет. Мне прям первый вопрос такой... А зачем? Что вы делаете вместе тогда вообще? Что у вас там происходит? Что за секта? Вот. Поэтому да. Если нет обмена по деньгам, то нет обмена и по любви, друзья. Вот такая грустная, да нет, радостная на самом деле истина. Другое дело, что, конечно, вот вы написали трудник, который работает с 9 до 18. Но другое дело, что есть масса мужчин, которым нечем содержать свою женщину. А женщину иметь все равно очень сильно хочется. Но они правы, да, все люди хотят иметь то, что и в том числе им недоступно. Я тоже вот Мазерати хочу, например. Вот. И тут вопрос более к женщинам, которые соглашаются вот на такие отношения. А про истории... бывают истории, конечно, когда совсем наоборот. Женщина содержит мужчину. Тоже вполне себе часто. Ну вот, кстати, вот такие истории, где женщина содержит мужчину, мне представляются даже более здоровыми, чем те, в которых каждый просто живет на свои деньги. Потому что про тех я вообще не понимаю, что они вместе делают. А когда женщина содержит мужчин, ну это может быть несколько оригинально, но все равно имеет место быть, имеет право на такая версия, в принципе, почему бы и нет. Вот. Даже так. Поэтому да, именно вот я под каждым вашим тезисом подписываюсь и... Вот так вот, да. Ну еще и, понимаете, утверждают и психологи, и это действительно так. Чем больше женщина у мужчины требует денег на сапоги, сумки, там, на новые дома, неважно, чем вот она его выжимает сильнее, да, тем он более успешным становится, тем больше он зарабатывает, понимаете. В итоге он человеком становится от того, что у него есть алчная подруга вот эта. Так что... И мужчинам есть о чем подумать. А женщина, которой ничего не надо в материальном смысле, рядом, она, понимаете, она и мужчине сама ничего не даст. Мне от тебя не нужны деньги. Это все равно, что мне ты сам не нужен, понимаете? Потому что мужчина абсолютно ассоциирует себя со своими деньгами. Когда женщина от денег, мне не надо от тебя деньги, вы отвергаете его таким образом. Это очень неправильно.
И с такими женщинами мужчины не остаются. Берите, пока дают, но платите любовью, чтобы это не было задарма. Задарма. Вот. Дальше Рита Силантьева пишет: добрый день, жутко банальная история. В меня влюблен женатый мужчина, мы коллеги, много общались по-дружески. Я категорически была против, но дала волю эмоциям, неожиданно для себя влюбилась. Мы взаимно хотим быть вместе, но он чувствует ответственность за свою семью, 2 детей. Что нас ждет дальше? Уйдет ли он от своей семьи? Рита, я с удовольствием вам погадаю, но только лишь скажу, что у вас тут 2 вопроса. Вопросы разные и, кстати, между собой не очень-то связаны. Вам кажется, что если ваш мужчина уйдет из семьи, то это решит вашу дальнейшую совместную с ним судьбу. То он непременно женится на вас или непременно окажется рядом с вами. Увы и ах, это без гарантии вполне возможно, что это совсем-совсем не так. Вот, равно как и вас двоих могут ждать очень разные сценарии, если он и не уйдет из семьи, понимаете? То есть это не... Я понимаю, для вас сейчас у вас круг замкнулся, да, круг абсолютно замкнулся на его женатости и на его ответственности перед семьей. И вам кажется, что это вот единственное, что вас удерживает от того, чтобы быть вместе. Может, это и так. Но может быть и нет. Поэтому вот так вот связывать и видеть все препятствия вот в наличии другой женщины или вот этих вот детей не нужно. Как правило, в таких историях все намного сложнее. Поэтому только один вопрос из ваших 2, я не имею права на 2 вопроса. Я одному человеку на 1 вопрос отвечаю. Уйдет ли этот мужчина от своей семьи? Мы ответим только на этот вопрос, но это мы не предскажем здесь вашу с ним любовь. В течение обозримого будущего уйдет ли этот человек из своей семьи? Скажем, в течение года. 1, 2, 3. 9 жезлов вам выпадает, король пентаклей и карта Луна. Ведущая карта здесь король пентаклей. Это карта мужа в колоде Таро. Она описывает мужчину мужа или мужчину, который выполняет эту роль, играет эту роль где-то и как-то. Поэтому он муж, в первую очередь он муж. То есть его статус мужа сохранится. Не похоже, чтобы он ушел в ближайшее время из своей семьи. Даже наоборот, выпадение этой карты как будто бы говорит вам: а присмотритесь к нему лучше. Он же, ну, как бы быть мужем там, ну, отцом, понятно, семейство и все, это главная роль в его жизни. Главное. А все остальное, возможно, очень и очень второстепенное. В первую очередь он вот такой вот муж, действительно семейный человек. Скорее всего, ради семьи очень сильно старается. И впереди, мы на будущее гадаем, то есть впереди будет стараться, даже на какие-то подвиги ради семьи пойдет. Ну, какие обычно? Это деньги зарабатывать на 3 работах, чтобы всех содержать. Вот. И здесь есть карта Луна. Она описывает тайну. Поэтому мне кажется, что мы видим здесь классический портрет образцово-показательного мужа, который очень ценит и любит семью, ради семьи очень сильно старается, но при этом имеет и какую-то серьезную, большую тайну, ну, в виде, например, отношений на стороне. Боюсь, что нет. Пока не уйдет. Вполне возможно, что потом. И время наше уже иссякает, подходит к концу, но Наталья Гарбус пишет: если гадают много лет на мужчину, как это может влиять на судьбу гадающего и на гадаемого? Как долго такие влияния на жизнь длятся и как от них избавиться, только если не прибегать к магии? Да. Ну, первый вопрос. Естественно, если Наталья про себя говорит,
то вопрос, зачем вы гадаете? Там, кстати, в комментариях много написали ответов таких же. Зачем вы гадаете много лет на одного мужчину? Понятно, что если уже не случилось, то не случится, то бессмысленно и гадать. Я поддерживаю, кстати, вот этих ораторов, потому что действительно вообще не только на одного мужчину, на один и тот же вопрос долго, упорно гадать, да, совершенно бессмысленно. Потому что если что-то не сошлось в жизни, что-то не случилось, то единственный экологичный способ, такой энергосберегающий для вас, все бросить, забыть, переключиться на что-то новое. Но уж про мужчин-то уж тем более надо говорить. На Земле, слава богу, сколько миллиардов мужчин. Ну вот вдумайтесь, на Земле живет сейчас 7 миллиардов, по-моему, людей. Или уже больше, я не могу отследить. Представляете? 7 миллиардов. То есть половина из них, как минимум, мужчины. Зачем много лет гадать на одного? Если их 3 миллиарда. Ну пусть не все вам подходят и не все доступны. Но хоть один-то миллиардик есть для вас, правда? Зачем на одного гадать? Это просто парадокс, мне вот абсолютно недоступно. Поэтому что я хочу сказать-то, да? Вот такой вот вопрос, если гадают много лет на мужчину, как это может влиять на судьбу гадающего и гадаемого? Да, отвечаю я на ваш вопрос. Обязательно влияет. Вообще любое гадание, хоть вы вот пишите только, если не прибегать к магии. Но дело в том, что гадание гаданию тоже рознь. И может быть даже любое гадание – это уже прибегание к магии. Я не знаю, почему вы так далеко отставляете эти понятия карты и какие-нибудь там ритуальные куколки и свечки. Это все, в принципе, в одной коробке лежит. И у меня вот тоже в том числе. Поэтому это не надо так разделять. А гадания, да, влияют на жизнь. Очень-очень по-разному. И очень по-разному. Но они меняют события, меняют часто событийный ряд. По крайней мере, с чем я сталкиваюсь, с тем, что гадания очень ускоряют, приближают события. То есть нагаданное, правильно нагаданное быстрее исполняется, чем ему положено. Чем вот если мы гадаем, например, на год, и там набор каких-то событий, а мне потом человек пишет, прошло 3 месяца, у меня уже все случилось и записано, а что дальше делать? Вот так влияние гадают. А насколько сильно влияние, например, ну то, что на вас, нет, ну на вас, понятно, объективно, если вы гадаете на одного и того же мужчину много лет, то понятно, что вы все сильнее к этому, как бы это сказать, к этой субстанции, да, к этому эпизоду привязываетесь, на вас это влияет просто объективно, чисто по медицинским показателям, да, то есть потому что вы прилипаете к этой теме и там много чего может быть. А вот уже на того, на кого гадают, конечно, тут на энергетическом каком-то, метафизическом уровне, на уровне магическом это все влияет. Но влияет тоже, насколько сильно это зависит от восприимчивости человека. Есть люди очень восприимчивые, которые как с радарами ходят, как будто у них антенки отовсюду, вот такие антенки идут, да, и они вообще все, и чужие сны, и за километр вот так чувствуют. Есть люди, наоборот, нечувствительные, непробиваемые, к которым и приворот не проберется, и сглазить-то их нельзя. Тут все зависит от личности. А вообще в целом, да. Ну, как минимальное влияние от вот этих долгих систематических гаданий, да, ну, тоже тема есть для обоих, для двоих. Вот. И осталось время только, вернее, его не осталось вообще, потому что я дала себе слово всего час говорить. Но все-таки один коротенький вопрос и будет коротенький ответ. Хорошо? Юлия М. пишет. Здравствуйте, Ольга. Я Юлия, мне 40 лет. Очень хотелось бы узнать, суждено ли мне выйти замуж 2-й раз. Прекрасно. Спросим для Юлии карты. А вообще...
еще раз напомню всем, что есть такой, ну, это мем какой-то из интернета, по-моему, да, говорят, что почему женщины хотят замуж второй раз? Потому что у них плохая память. Мне почему-то все время это вспоминается, когда говорят, там, второй раз, или третий, неважно, четвертый. Помните, какая-то женщина даже писала, 5-й раз выйду ли я замуж. То есть там вообще бесчетное вкладыши в паспорте. А вот, и мне все время это в голову приходит, что это, видно, недостаток памяти. Почему люди хотят второй раз замуж? Нет другого же объяснения, правда. 3 карты для Юлии, тем не менее. 1, 2 и 3. Тоже короткий срок. Мы год где-то рассматриваем. Такое обозримое совсем-совсем будущее. И, кстати, довольно карты неоднозначные. Выпадает там 4 кубков, карта башни и королева пентаклей. С одной стороны, есть королева пентаклей. Это действительно героиня, это жена в колоде. Это карта жены в колоде Таро. То есть вам суждено быть чьей-то женой, действительно. И, скорее всего, довольно скоро, раз карты это увидели. То есть это не через 20 лет случится. Как бы увидьте себя, здесь пронаблюдайте себя в статусе жены. Но не все так просто. Есть здесь 4 кубков, которая очень-очень много сомнений поселяет в вас. То есть, например, вам предлагается статус жены новый, предлагается, ну, например, мужчина какой-то делает предложение, а вы вот так вот, как наш персонаж на карте, сидите и думаете, надо ли оно вам. То есть здесь шансы большие и пропустить это очередное замужество или отказаться от него, потому что вам почему-то не надо будет оно в настоящий момент. Но и здесь еще и карта башни выпала, знак перемен и разрушений. Поэтому, в общем, да, возможность выйти замуж, ну, по крайней мере, встретить подходящего человека у вас есть, она скоро будет. Но эта возможность, это предложение войдут в вашу жизнь либо разрушительными сами по себе, либо они войдут в вашу жизнь с какой-то разрушительной ситуацией. Карта башни здесь может описывать, кстати, и хорошие вещи. Например, это рухнет ваше одиночество. Ну и, соответственно, вся ваша такая, в общем, комфортная и привычная холостая жизнь. Но все-таки карты, скажем так, странные. Они тут просят вас задуматься, насколько вы хотите этого второго брака. Потому что 4 кубков здесь, видите, как будто бы вам судьба дает такие шансы, может быть, неоднократно уже давала, а вы как будто бы их пропускаете, уступаете свою очередь другим. Потом башня опять же говорит, что надо, чтобы что-то разрушилось в вашей жизни, что-то есть, подлежащее вот этому разрушению, что-то надо выбросить на помойку. Это должно рассыпаться, отмереть, и вот прям совочек и выкинуть куда-то, понимаете? Я что подозреваю? Например, эта башня уместна, если у вас есть... Вы хотите замуж второй раз, а у вас при этом сейчас есть какие-то отношения любовные, и вы привязаны, но из этих отношений не будет заведомо, не будет брака. Тогда башня как раз нам и сообщает, что надо, чтобы ваша какая-то неперспективная или платоническая любовь полностью закончилась, иссякла. И вот когда она закончится, рухнет, вы переживете весь этот страх и ужас, и весь вот этот кризис, только тогда вот у вас придет шанс именно на новую семейную жизнь. Дорогие друзья, я еще раз вас благодарю за то, что посмотрели мое видео. Пожалуйста, присылайте вопросы и комментарии. Увидимся.